Добро пожаловать на канал Теплый ламповый SQL. Установка Firebird 5 на операционную систему Windows. Установка Firebird 5 штатным инсталлятором. Установка суперсервер. Переходим на сайт firebirdsql.org. Выбираем Firebird 5.0. Windows 64 инсталлятор для Windows, рекомендуемый для новичков. Запускаем инсталлятор. Оставляем язык установки русский. Нам предлагают ознакомиться с лицензионным соглашением, принимаем условия и переходим к следующему этапу. Нам предлагают ознакомиться с информацией по установке Firebird. Мы разберем большую часть в процессе установки. Переходим к следующему этапу. Выбираем путь для установки, перенесем установку из Program Files в корень диска C, чтобы установка была в папку Firebird 5.0. Далее нам предлагают выбрать компоненты для установки, оставляем пока как есть. Далее предлагается выбрать, в какой папке меню пуск, создать ярлыки или не создавать их вообще. Оставляем выбор по умолчанию. Выберем дополнительные задачи для установки. Выберите архитектуру сервера. Выберем, какая архитектура сервера с ОБД Firebird будет использоваться. Classic, SuperClassic или суперсервер. Выбираем суперсервер как наиболее предпочтительный. Установку остальных архитектур рассмотрим позже. Отличие архитектуры будет рассмотрено позже в отдельном видеоуроке. Способ запуска сервера Firebird указываем, как будет запускаться сервер Firebird, службой или приложением. Автоматически запускать Firebird при каждой загрузке. Можно оставить на пользователя выбор запуска службы при загрузке. Это может потребоваться в отдельных случаях. Для работы на промышленном сервере потребуется запуск в качестве службы. Для работы на компьютере разработчика или администратора баз данных удобнее запуск в качестве приложения для возможности использования разных версий Firebird, запуская вручную нужную в текущий момент версию. Копировать клиентскую библиотеку Firebird в каталог System. Будет скопирована библиотека fbclient.dll в каталог Windows System 32 для 64-битной архитектуры и Windows syswow 64 для 32-битной архитектуры. Без этого fbclient.dll будет только в каталоге установки Firebird для 64-битной архитектуры и в каталоге syswow 64 для 32-битной архитектуры. Это справедливо для инсталлятора для 64-битной архитектуры. В случае его использования будет установлен сервер Firebird для 64-битной архитектуры и клиентские библиотеки для 32 и 64-битных архитектур. В случае установки инсталлятором для 32-битной архитектуры в каталог Windows System 32 и в каталог установки Firebird будет скопирована клиентская библиотека только для 32-битной архитектуры. Создать gds32.dll для поддержки унаследованных приложений. Будет создана библиотека gds32.dll и скопирован каталог Windows System 32 для 64-битной архитектуры и Windows syswow 64 для 32-битной архитектуры. gds64.dll не бывает у Firebird, а у Interbase 64-битная библиотека называется ibclient64.dll. У Firebird по свойствам файла нельзя отличить библиотеку 32 бит от 64-битной, но можно по характерному началу заголовка файла. Клиентские библиотеки требуются для работы компонентов доступа к базам данных Firebird, таких как IBX, PDO, PHP и ODBC. Просят ввести пароль для учетной записи администратора с ОБД sysdba, по умолчанию он будет MasterKey. Для безопасности лучше вводить свой пароль. Все готово к установке. Проверяем и нажимаем «Установить». Ждем конца установки, она занимает около минуты. Нам предлагают ознакомиться с дополнительной информацией. Последний этап – запуск Firebird. Установка завершена. Проверяем систему после установки. У нас появилась служба Firebird Server Default Instance, которая запущена из каталога Firebird 5.0. Такое имя службы задается в случае установки из инсталляционного пакета. Как задать его при установке, расскажем позже. Также вместе с ОБД Firebird устанавливаются динамические библиотеки MS Visual C Runtime. В запущенных процессах мы видим процесс Firebird.exe с ключом S, запущенный службой Firebird Server Default Instance. Стоит учитывать очень важный момент. Firebird использует порт 3050 по умолчанию, поэтому надо прописать в настройках Firewall разрешение на входящие подключения на порт 3050, если используется порт по умолчанию. Проверяем возможность подключения к базе данных employee.fdb. Данная база есть в каждом инсталляционном пакете, и ее можно использовать для проверки.
Запускаем утилиту icql.exe из каталога установки Firebird. Также ее можно запустить из меню «Пуск», так как мы при установке создавали ярлыки. Единственным отличием запуска icql из меню «Пуск» будет только вывод информации сразу при подключении к базе данных. Это уже добавлено в ярлыке. Вводим команду для подключения к базе данных employee.fdb под учетной записью sysdba с паролем masterk. Где localhost адрес сервера базы данных, его можно заменить на IP-адрес сервера, путь к файлу базы данных, user sysdba, учетная запись сервера баз данных, password masterk, пароль пользователя сервера баз данных. После ввода команды для подключения нажимаем Enter, в случае удачного подключения появляется информация о подключении. В противном случае получим ошибку подключения. Вводим команду show version и нажимаем Enter для получения информации о версии сервера SUBD. В команде подключения указан полный путь к базе данных, это часто вводит в заблуждение людей, только начинающих знакомиться с этой SUBD. Новички считают Firebird файловый SUBD, который для работы требуется общий доступ к папке с базой. Это не так. Firebird является клиент-серверный SUBD, для подключения к базе данных требуется порт 3050, а не Share NFS. Для удобства подключения и скрытия от посторонних путей к базе данных у Firebird используется механизм алиасов. В директории установки есть файл database.conf, откроем его. Здесь в одном из примеров указана тестовая база, к которой мы подключились. Для новых баз мы можем добавить свои алиасы и использовать их вместо пути подключения. Не закрывая окно с icql, запускаем его еще раз и повторно подключаемся к базе данных командой с использованием алиаса. Вводим команду show version. Сервер SUBD Firebird успешно установлен. Удаление Firebird 5 штатным инсталлятором. Для удаления Firebird, установленного штатным инсталлятором, достаточно воспользоваться программой и компоненты операционной системы Windows. Или зайти в каталог Firebird и запустить там файл inins000.exe, а после удалить или перенести оставшиеся файлы. Установка SuperClassic Server. Установка SuperClassic Server отличается только выбором архитектуры, но для примера выберем дополнительную опцию «Использовать Guardian для управления сервером». Ставим галочку «Использовать Guardian для управления сервером». В этом случае вместе со службой Firebird будет установлена служба Guardian, задача которой состоит только в том, чтобы перезапустить службу Firebird в случае ее падения. Guardian постоянно отслеживает состояние службы Firebird и запускает ее, если она остановлена. После установки рассмотрим это более детально. В остальном установка не отличается от установки суперсервер. Завершаем установку. Проверим систему после установки. Добавлены две службы Firebird Server Default Instance, это SUBD Firebird, и Firebird Guardian Default Instance, это служба Guardian. Теперь служба Firebird не запускается сама, а зависит от службы Guardian. В случае падения службы Firebird она будет запущена Guardian, и в логе Firebird появятся записи о аварийном завершении и запуске службы Firebird. Данный функционал давно не обязателен, так как операционная система Windows самостоятельно перезапускает службы в случае падения. Отличие только в том, что при падении и перезапуске службы силами операционной системы запись об этом будет только в системном журнале Windows. Покажем это на простом примере. Откроем диспетчер задач и завершим процесс Firebird.exe. Процесс Firebird.exe был сразу запущен заново. В логе Firebird появилась запись о запуске службы. Guardian операционной системы Windows ставится штатным инсталлятором только в случае использования архитектур SuperServer и SuperClassic Server и является необязательным. Проверим подключение к базе данных через программу icql командой connect. Вводим команду show version и нажимаем Enter для получения информации о версии сервера SUBD. Не закрывая окно с icql, запускаем его еще раз и повторно подключаемся к базе данных. Откроем диспетчер задач. В Super и SuperClassic при подключении нового процесса не создаются, всем управляет один процесс. Поэтому при завершении Firebird.exe завершаются все процессы подключения к базе данных. Выбор архитектуры зависит от параметра сервер mode в конфигурационном файле firebird.conf. И по умолчанию он равен Super. После установки мы можем поменять параметр сервер mode и перезапустить службу Firebird. Она будет запущена с той архитектурой, что мы указали в файле. Установка Classic Server.
Установка Classic Server имеет несколько отличий от установки Super Server и Super Classic Server. Для Classic Server нельзя установить службу Guardian штатным инсталлятором. В остальном установка не отличается от установки других архитектур. После окончания установки запустим ISQL и подключимся к базе данных employee.fdb. Не закрывая окно с ISQL, запускаем его еще раз и повторно подключаемся к базе данных. Открываем диспетчер задач. Появились дополнительные процессы Firebird.exe. Это особенность архитектуры Classic Server. На каждое подключение к базам данным создается отдельный процесс подключения. При администрировании баз данных можно по номеру PID отследить процесс, который нужно отключить, и завершить его в диспетчере задач. Бывает ситуация, когда это надо сделать из операционной системы, а не используя для этого средства SUBD. Главное не завершить основной процесс службы Firebird. Его легко отличить от других, для этого необходимо в диспетчере задач включить отображение столбца командная строка. Видно, что основной процесс Firebird – служитель или listener, который при попытке подключения создает еще один процесс Firebird.exe, имеет ключ S и имя службы, которой он запущен, а процессы подключения к базам данных имеют ключ I. После I идет номер дескриптора сокета и через разделитель номер PID процесса слушателя. Это позволяет отличить процессы одного листенера от другого. Такое бывает при установке двух или более экземпляров или инстансов SUBD Firebird. Установка клиентских библиотек и утилит без установки SUBD Firebird. Иногда возникает ситуация, когда на компьютере нужны штатные утилиты для работы с SUBD Firebird, но без самой SUBD. Для этого есть выборочная установка инструментария для разработчиков и администраторов баз данных. В этом случае мы получим только утилиты для работы и клиентские библиотеки. По расположению библиотеки будут скопированы так же, как и в других вариантах установки. Для чего нужна установка одних клиентских библиотек? Для работы с базами данных часто требуются компоненты библиотеки DLL в случае использования Windows и SO при использовании Linux. Для большинства компонентов Java и .NET драйверы работают без клиентской библиотеки Firebird, сами реализуя протокол работы клиента с сервером. Обычно эти компоненты идут в комплекте с приложениями, работающими с базами данных. Но бывает ситуация, когда администратору или разработчику необходимо их ставить самому. Для этого требуется установка клиентских компонентов. Копирование в каталог System иногда упрощает работу с VB-клиент, так как приложения ищут необходимые библиотеки сначала в своем каталоге, потом на уровень выше и затем в каталоге System. GDS32.dll является компонентом для приложений, переведенных с Interbase на Firebird, но не знающих, что библиотекой доступа является fbclient.dll, или написанных на Delphi и Lazarus компонентами IBX. Для обеспечения совместимости специальная утилита INSClient из fbclient.dll создает GDS32.dll с другой версией файла. Это сделано потому, что компонент доступа IBX, используемый в Delphi и Lazarus, проверяет версию библиотеки, и если она меньше 6.0, то компоненты не будут видны в палитре компонентов Delphi и Lazarus. Установка Firebird 5 из zip-архива. Установка Super Server из zip-архива. Бывают ситуации, когда штатный инсталлятор нас не устраивает. Надо установить второй экземпляр или инстанс SUBD, встроить Firebird в инсталлятор своей программы, установить службу под другим именем или держать на компьютере много разных версий Firebird, переключаясь между ними. Для этого используется ручная установка из zip-архива. Переходим на сайт firebirdsql.org, выбираем Firebird 5, версия Windows 64, скачиваем набор для ручной или измененной установки Super Classic, Classic или Super Server архитектуры. Так как у нас это будет измененная установка, выберем другой каталог для установки. Например, используем корень диска C. Создаем каталог C Firebird 5.0, в него копируем содержимое архива. Выбор архитектуры зависит от параметра Server Mode в конфигурационном файле firebird.conf. По умолчанию он равен Super. После установки мы можем поменять параметр Server Mode и перезапустить службу Firebird. Она будет запущена с той архитектурой, что мы указали. Поэтому нет необходимости детально рассматривать установку каждой архитектуры при установке из zip-архива. Для установки используется файл install-service.bat. Теперь, чтобы было более наглядно, запускаем командную строку и выполняем install-service.bat из нее.
В командной строке видим сообщение, что Firebird установлен и запущен, используя архитектуру из firebird.conf. Проверяем службы. Видим службу Firebird Server Default Instance, запущенную из каталога C Firebird 5.0. В диспетчере задач виден процесс firebird.exe. Но в программах и компонентах операционной системы Windows записей об установленных SUBD Firebird нет, так как установка была из zip-архива. Как в таком случае правильно удалить Firebird, мы рассмотрим позже. Запускаем ICQL из каталога Firebird 5.0 и пробуем подключиться к базе данных. Получаем сообщение, что установка неполная и нужно инициализировать базу данных безопасности, создав пользователя. Для создания пользователя необходимо подключиться к базе данных безопасности через Embedded режим без запуска службы Firebird. Подключаемся к базе в Embedded режим командой ICQL user sysdba employee. Выполняем команду create user sysdba password master key. Отключаемся от базы командой exit. Проверяем подключение через ICQL. Теперь подключение проходит без ошибок. Отличается только путь к базе данных, так как мы установили Firebird в другой каталог. Также в системе есть только один fbclient.dll в каталоге bin для 64-битной архитектуры. Клиентские библиотеки нужно установить в системе вручную, позже об этом поговорим подробно, так как с ней часто возникают проблемы даже у опытных администраторов. Установка двух инстансов Firebird 5. При установке двух или более инстансов на сервер следует помнить о том, что в таком случае нежелательно пользоваться штатным установщиком или устанавливать из zip-архива как службу по умолчанию, как мы делали ранее, так как в случае такой установки будет сделана запись в реестре с указанием в каталога инстанса, что при работе двух инстансов внесет путаницу. Например, запись в лог будет идти не в тот файл лога, который относится ко второму инстансу. Приступим к установке. Установим первый инстанс на сервер. Создадим каталог Firebird 5.0 3050 для первого инстанса и распакуем в него содержимое архива. Каждый инстанс Firebird использует свой порт для подключения к базам данных, по умолчанию 3050. Для того, чтобы можно было использовать больше одного инстанса на одном сервере, остальным инстансам надо изменить порт по умолчанию, чтобы избежать конфликтов, так как какой инстанс будет запущен первым, тот и займет порт 3050. Установим второй инстанс, этот сервер. Создадим еще один каталог для второго инстанса Firebird 5.0 3060. Также распаковываем в него содержимое архива. Для изменения порта по умолчанию заходим в файл конфигурации C Firebird 5.0 3060 firebird.conf. Ищем строку Remote Service Port 3050 и изменяем ее. Убираем знак решетка и меняем значение на 3060. Второй инстанс будет использовать порт 3060. Заходим в каталог C Firebird 5.0 3050 и запускаем командную строку. Выполняем instansservice.bat с ключом fb 5.0 3050. Установим второй инстанс, заходим в C Firebird 5.0 3060, запускаем командную строку, выполняем installservice.bat с ключом fb 5.0 3060. Проверяем систему. В службах видим две службы Firebird. В диспетчере задач видим, что службы запущены из разных каталогов. Создадим пользователя sysdba с разными паролями для разных инстансов. У первого инстанса sysdba будет иметь пароль masterkey 3050, у второго инстанса sysdba будет пароль masterkey 3060. Проверим подключение к базам данных разных инстансов. Важно помнить, что если при подключении из ICQL не указать порт явно, он будет взят из файла firebird.conf. То есть, если попытаться подключиться, используя ICQL из каталога C Firebird 3060, но использовать команду подключения без явного указания порта connect to localhost employee fdb user sysdba password masterkey 3050, мы получим ошибку, так как не подойдет пароль. ICQL будет пытаться подключиться к базе в каталоге C Firebird 3060. Это просто надо помнить. Удаление Firebird 5 после установки EZIP архива. Для удаления SUBD Firebird установленного EZIP архива необходимо использовать installservice.bat с ключом с именем удаляемой службы. То есть для удаления службы Firebird сервер FB 3050
нужно запустить из командной строки installservice.bat fb503050. Если запустить installservice.bat без указания имени удаляемой службы, будет удалена служба с именем по умолчанию Firebird Server Default Instance. Важно это помнить, иначе есть риск удалить не ту службу. Откуда запущен installservice.bat не имеет значения, он просто удаляет службу, а каталог с инстансом Firebird остается без изменений. Удаляем вторую службу командой installservice.bat fb503060. Теперь в службах нет установленных служб Firebird, но все данные в каталогах инсталляции остались на месте. Установка Firebird из zip-архива с помощью утилиты installservice. Батники installservice.bat и installservice.bat на самом деле являются обертками над утилитой installservice, поэтому нужно использовать ее для установки и удаления служб Firebird. installservice обладает большими возможностями по сравнению с батниками, например, можно установить или удалить службу Guardian. Установим службы Firebird и Guardian из каталога cfirebird 503050, используя installservice. Запустим из командной строки утилиту installservice с ключом install auto guardian name fb3050. Служба установлена. Теперь запустим службу через installservice командой installservice start name fb3050. Проверим подключение к базе данных через iSQL. Так как мы ранее создавали пользователя в инстансе cfirebird 503050 и после удаления службы fb3050 установили ее еще раз из этого же каталога, не удаляя данные из каталога инстанса, то повторное создание пользователя не потребуется. Установка клиентских библиотек и утилит из zip-архива. Для установки инструментов достаточно просто распаковать zip-архив в любое удобное место. Для установки в системе клиентских библиотек используется утилита installclient.exe, которая находится в каталоге bin вместе с остальными служебными утилитами Firebird. Она будет в любом варианте установки, поэтому ее можно также использовать и в случаях установки штатным инсталлятором Firebird. Заходим в каталог любого инстанса Firebird и из командной строки запускаем эту утилиту. Проверяем, есть ли у нас вообще fbclient.dll и gds32.dll в системном каталоге. Запускаем installclient.exe с ключами q, f и QG. В системном каталоге C Windows System 32 клиентских библиотек нет. Устанавливаем библиотеки. installclient.exe if – это установка fbclient.dll. installclient.exe ig – это установка gds32.dll. Проверяем еще раз наличие и версию. Клиентские библиотеки установлены. В нашей ситуации мы получаем библиотеки для 64-битной системы в каталоге C Windows System 32. Удалим их с помощью ключа R и проверим их статус еще раз. Важный нюанс. При использовании клиентских библиотек клиентов надо соблюдать разрядность при использовании их в своих программах. Есть приложение x32, используем соответствующую библиотеку 32-битной архитектуры. Если приложение 64-битное, используем библиотеку x64. Это простые правила очень часто не учитывают или забывают и получают проблемы с подключением к базе данных. Причем оно касается только клиентского приложения. Разрядность самого сервера СУБД не учитывается. Оно принимает подключение от любых приложений, любой архитектуры. x32, x64, ARM и тому подобное. За исключением Firebird Embedded. Это все, что мы можем рассказать по данной теме. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, поддерживайте нас на Бусти, а также оставляйте комментарии, если у вас есть что добавить или поправить нас, а также предложения для углубленного изучения. До встречи!